Привет, друзья! Сегодня задача американского экзамена САТ. Позже мы скажем два слова об этом. Прямоугольник. Ну, там буквы А, Б, С, Д. Перегнули по диагонали АС, как показано на рисунке. И требуется найти площадь треугольника АКС при условии, что стороны нашего прямоугольника 8 и 16. На решение задачи отводится, скажу сразу, очень мало времени. Давайте посмотрим, сколько. Вначале прочитаем справа информацию. САТ– это стандартизированный тест, используемый большинством колледжей и университетов США в процессе приема абитуриентов для оценки готовности старшеклассников к обучению. Что по математике? Тест по математике состоит из двух модулей общей продолжительностью 70 минут, по 35 минут на модуль. Включает 44 вопроса с несколькими вариантами ответов. То есть 70 минут и 44 вопроса. Да? Вот разделите 70 на 44, и вы узнаете, сколько времени, сколько, вообще говоря, секунд отводится до решения такой задачи. Кому лень решать, вы можете попробовать свою судьбу, выбрав один из наиболее близких, как вам кажется, ответов. А я приступаю, наверное, я возьму жирный шрифт и скажу, что площадь треугольника нашего, вот этого АКС, я буду искать. Конечно, я не уложусь в их время, но мне главное рассказать суть. Я могу, конечно, и ускориться. Как произведение половины основания КЦ на высоту, проведенную к этому основанию. А эта высота, понятно, АБ. Вот получается 1/2 КЦ на АБ. КЦ на АБ. Вот такая идея. Я такую формулу применю. А дальше все просто. Я обозначу КЦ буквой X. И тогда, учитывая, что BC 16, БК будет 16 минус X. 16 минус X. А B, очевидно, равно CD, возьму синенькую D, будет 8. Ну и дальше что? А дальше треугольники равны. Какие? КD1C и АБК. Треугольники прямоугольные, и у них есть равные вертикальные углы. Таким образом, учитывая, что D1C равно АБ, то треугольники равны по катету и противолежащему острому углу. Есть такой признак, что отсюда следует, что АК равно КС и тоже равно Х. АК равно Х. Вот самое главное в этом решении, что вот это равно вот этому. Даже поставлю 2 черточки, чтобы было видно. Ну, а теперь все понятно. Теоремка Пифагора к нашему треугольнику. Какому? А вот обозначу его в горошек. И к этому треугольнику применю теорему Пифагора. Что получается у нас? 16 минус х в квадрате плюс 8 в квадрате равно х в квадрате. Или, там, кстати, есть калькулятор. Но не уверен в обоих ли модулях. Ну, 256. Но есть 32х плюс х в квадрате плюс 64 равно, давайте залезем, х в квадрате, сократим х в квадрате. Сейчас скажут, взаимно уничтожим. Ну ладно, взаимно уничтожим. И получим, посмотрите, какую вещь. 32х равно 320, х равен 10. Ну, тогда я площадь дописываю и говорю, это 1/2 х, а х у меня 10, умножить на высоту АБ, которая 8, ответ 40, и задача мной решена. Конечно, я не поступил, я и не пытался, я пытался донести решение до моих замечательных зрителей. Если хотите, ответьте в комментариях, как вы относитесь к такой системе итогового контроля знаний. Нравится ли вам ваша система в вашей стране? Мы, может быть, обсудим в последующих роликах системы тестирования, ну, вот в каких-то более близких странах, там, России, Украине, Белоруссии,
А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.